Здравствуйте! Сегодня расскажу вам и даже покажу, как легко и быстро менять сломавшиеся пружины на моих тату-машинках и, соответственно, настраивать их после этого. Приступаем. Берем тату-машинку со сломавшейся пружиной. Нам необходимо замерить расстояние от края байка до края рамы. Это можно сделать при помощи штангель-циркуля. Для этого нужно вначале совместить сломавшиеся части пружины, затем измерить это расстояние. Дальше зафиксировать штангель-циркуль. Если же у вас нет штангель-циркуля, воспользуйтесь, пожалуйста, плотной бумажкой. Можно будет вырезать из нее некий шаблон. Под это расстояние. Так, слишком много. Еще немножко. И еще чуть-чуть. Лучше сделать точно так же. 7 раз отмерить, чем 1 раз отрезать и не рассчитать. Ну вот теперь отлично. Дальше откручиваем боек. Я предлагаю вам всем купить такой вот ключик Gorilla Grip. С одной стороны у него метрические ключи, с другой стороны дюймовые. Это очень полезная универсальная вещь. Обязательно сохраняйте очередность, в которой гаечки надеты, шайбочки надеты на винт. Сзади зачастую достаточно просто расслабить винт, и половинка пружинки сама оттуда выпадет. Берем новую пружину. Если у вас уже машинки из наших последних партий, то у вас в комплекте идет гнутая пружина. Точно такие же вы можете заказать, купить на нашем сайте. Если же у вас прямые пружины, и тем более сделаны из двух половинок, то если у вас будут проблемы какие-то с заменами пружин, пожалуйста, напишите мне ВКонтакте, я сниму для вас отдельный ролик. Итак, устанавливаем необходимую нам пружину. Выставляем визуально ровно. Придерживая пальцем пружину, чтобы она не поехала, закручиваем. Ничего не поехало, значит можно затянуть сильнее. Этот винт нужно затянуть достаточно сильно. Понятно, что всегда можно перестараться и сломать даже шляпку винта. Поэтому делайте это на свое усмотрение. Закрутите настолько сильно, насколько вам вот кажется, что это правильно. А на работе вы поймете. Если у вас от вибрации боек начнет съезжать в сторону и раскручиваться, то это было недостаточно сильно. Потом затянете. Если же у вас лопнет шляпка винта, то значит вы слишком сильно закрутили. Но обычно такого не происходит. Это надо недюжие способности иметь. Так. Дальше устанавливаем боек. Выставляем расстояние сзади. Или при помощи штангель-циркуля, или при помощи вот вырезанной бумажки из плотного картона. Подкручиваем. Выставляем ровно боечек смотря на то, как он будет нависать над катушками. Он должен достаточно ровно опускаться на сердечник катушки. То есть не должно быть такого, что торчит так или в другую сторону. Вот так вот торчит сердечник. Должно быть, боек должен стоять ровно над катушками.
Придерживая здесь его пальцем, закручиваем всю систему. А здесь поступаем точно так же. Достаточно туго, но это нужно закрутить. Итак, пружина у нас поменена. Все вроде бы в порядке. Для тех, кто успел, для тех, у кого сломалась пружина, и они успели раскрутить, разобрать боек, выкинуть там остатки пружины и забыть, какое у них здесь было расстояние, и нет возможности измерить какую-то другую аналогичную мою машинку, то для них есть второй вариант. Это вымерить по бэкстему. Вставляется бэкстем. Соответственно, боек должен нависать в среднем на 2 мм над краем пружины. Ох, не пружина, извиняюсь. Боек, край бойка должен нависать над краем бэкстема на 2-4 мм. В данном случае он нависает примерно у нас на 2,5, может быть 2 мм. Для лайнера это отлично. Чем сильнее будет боек вдвинут, чем глубже он будет вдвинут в машинку, тем будет выше частота и слабее каждый отдельно взятый удар. Чем сильнее боек будет выдвинут наружу, тем ниже будет частота и тем мощнее будет каждый отдельно взятый удар. Это и кучу других премудростей мы подробнейше разбираем с практикой на нашем тренинге Tattoo Machine Alchemy. Ближайший, кстати, будет в конце февраля, начале марта. Успевайте записаться, потому что у нас всего 13 мест. Итак, приступаем к настройке. А для начала нам нужно выставить кончик винта, чтобы он был выставлен в конец, в кончик пружины. Но ни в коем случае не выступал над пружиной. С моими последними пружинами это очень легко сделать. Они имеют специальную круглую площадочку на своем кончике. С другими пружинами, может быть, это чуть-чуть посложнее сделать. Итак, дальше мы подключаем машинку и выставляем на блоке питания 5 вольт, 5-6 вольт. Я обычно настраиваю их на 5. Дальше мы ослабляем винт, который у нас фиксирует контактный винт. Оп. Придерживая это место пальцем, мы начинаем закручивать по часовой стрелке контактный винт до того момента, пока боек не начнет очень неравномерно стучать о катушки. Вот так вот где-то. Дальше мы начинаем плавно выкручивать. И мы должны дойти ровно до того момента, пока машинка не начнет работать чисто. И тут маленькие есть нюансы. Light Liner, Pro Liner у вас должен работать очень чисто. Realistic Shader в данном случае, он будет работать уже чуть-чуть более как-то вот грубовато, может быть с какими-то неравномерностями. Шейдер, и тем более в Hip Shader, они могут работать с неравномерностями, могут проскакивать такие вот неравномерности звука, это нормально. Они от этого не будут как-то хуже красить или там неравномерно. Итак, начинаем медленно откручивать до равномерного звука. У нас сейчас в руках Realistic Shader. Вот. Эта цель достигнута. Фиксируем. Значит, готовы к бою. Я бы не советовал делать амплитуду хода сильно больше. Конечно, так прикольнее работать, больше нравится всем мастерам. Но это не из-за того, что машинка начинает как-то там круче работать. Машинка на самом деле теряет сильно в КПД, становится слабее, может сильнее нагреваться, требуется больше вольтаж. Мастера это делают из-за того, что они элементарно не умеют выставлять на холостую вылет. Попробуйте выставить иголочку не в ноль или не спрятать ее вовнутрь, а чтобы она на холостую торчала минимум на миллиметр. Попробуйте вначале вот с миллиметром.
и можете сравнить ощущения. Многие мастера, кто не делал до этого так, кто выставлял иголку в ноль, у них просто инсайты случаются. Ну, надеюсь, это видео вам помогло. Если у вас возникли какие-то проблемы, пожалуйста, пишите мне в контакт. Пока.